Всем привет! Сегодня мы будем с вами строить базовую выкройку для фигур с особенностями. Это, например, фигуры с большим выпирающим животиком. Это фигуры с большими бедрами, я имею в виду ноги, да, в районе ляшек, скажем так уже прямо. Это фигуры с маленькой разницей между обхватом талии и обхватом бедер. Я понимаю, что фигуры все разные, поэтому попробую сегодня донести всю информацию по разным фигурам. Если что-то я не договорю, если что-то я забуду, обязательно пишите свои вопросы в комментариях под этим видео, и мы с вами будем разбирать все ваши вопросы. Немного отступив от верхнего среза листа, мы с вами проводим горизонтальную прямую линию, пока произвольную. Но отступив, наверное, может быть 1,5-2-3 сантиметра, это просто для удобства. Также немного отступив от бокового среза листа, бокового края, мы проводим вертикальную прямую линию, тоже пока произвольную. На пересечении ставим точку Т. Значит, от точки Т вниз мы с вами откладываем высоту сидения плюс 2 сантиметра. Допустим, высота сидения 25 сантиметров. Плюс 2 будет 27. Ставим точку и от этой точки проводим вторую горизонтальную произвольную линию. Так, здесь ставим точку С. От точки С по горизонтали мы с вами откладываем обхват бедер, деленный на 20 минус 1 сантиметр. У меня, кстати, я не сказала, такой фигуры с особенностями в окружении нет на сегодняшний день. Поэтому я буду строить с выдуманными данными. То есть я сейчас буду брать просто с потолка цифры, а вы подставляете свои. Мне не хочется слишком большую, объемную делать выкройку, поэтому я буду брать минимальные цифры. Здесь главное особенности учесть. Значит, допустим, у нас обхват бедер 90 сантиметров. Делим на 20 и отнимаем 1. Получаем 3,5 сантиметра. Значит, 3,5 от точки С. Вот сюда откладываем, ставим точку А. Поднимаем эту точку вверх до линии талии по прямой. И ставим точку В. От точки А откладываем обхват бедер с прибавками, деленное на 2. У нас 90 сантиметров плюс 4 сантиметра прибавки и деленное на 2. 47 сантиметров. 47 сантиметров. Вот так откладываю от точки А, ставлю точку А1. Поднимаю эту точку вверх и ставлю точку В1. Далее от точки А1 продолжаем линию вот сюда. Мы с вами откладываем обхват бедер, деленное на 10 и плюс 1 сантиметр. Допустим, у нас обхват бедер 90, деленное на 10 это 9 и плюс 1 10 сантиметров. Откладываем от точки А1 10 сантиметров. Ставим точку С1. Поднимаем эту точку вверх по прямой и ставим точку Т1. Теперь от точки В вниз мы откладываем 5 сантиметров. Для особенных фигур эта точка, возможно, будет на уровне не 5 сантиметров, а, например, 4 сантиметра, 3,5 сантиметра, возможно, 5,5, возможно, 6 сантиметров. То есть вот эта точка, она нестабильна. Поэтому, если у вас есть животик, особенно если он выпирающий, тогда вы отмеряете здесь, отмерьте, допустим, 3 сантиметра, а при примерке вы это всегда можете скорректировать. И это у нас базовая выкройка, поэтому всегда можно внести какие-то изменения. То есть я сейчас от точки В отложила 3 сантиметра, и это у меня будет точка П.
Теперь смотрим, если у нас небольшая разница между обхватом талии и обхватом бедер, и есть животик, даже если нет животика, а разница между обхватом талии и обхватом бедер все равно маленькая, тогда мы вот здесь от точки П вот сюда вправо откладываем 1-1,5 сантиметра. Я возьму 1 сантиметр, точку П сюда перенесу. Вот он, 1 сантиметр. И точка П у меня уходит вот сюда на 1 сантиметр правее. Оставим пока эту точку на месте. Далее, смотрите, от точки В1 вот сюда мы должны отложить какой-то изгиб. То есть у нас вот эта линия не должна быть прямой. И если у нас разница между обхватом талии и обхватом бедер менее 10 сантиметров, тогда мы откладываем 1 сантиметр отсюда. От точки В вправо 1 сантиметр. И эта точка у нас будет называться точкой З. Теперь отрезок АП мы с вами делим на 4 равные части. У меня получилось здесь 24. Делим на 4, получаем 6. Можно было так посчитать, но я почему-то решила на калькуляторе. Значит, от точки А вверх откладываем 6 сантиметров. И это у нас будет точка П1. Пусть будет у нас здесь П1. Теперь соединяем прямой линией точку П и точку П1. А точку П1 с точкой С соединяем вот такой плавной вогнутой линией. Далее соединяем точку З с точкой П, с новой точкой П. Делим отрезок В1А1 на 3 равные части. У меня здесь 27, значит 9 сантиметров. Ставим точку З1 и точку З1 прямой линией соединяем с точкой З. Далее точку З1 плавной вогнутой линией соединяем с точкой З1 таким образом, чтобы вот эта линия у нас была как продолжение. Можно даже немножко ее еще вот так еще более изогнуть. Сделать более изогнутой. Спрятала ненужную линию, оставила новую, чтобы вас не смущало. Теперь отрезок АА1 делим ровно пополам. У меня это 47 сантиметров, делю пополам, получаю 23,5. Значит, вот так отмеряю 23,5, ставлю точку и через эту точку провожу прямую линию от линии талии через эту точку и вниз пока произвольно. Кстати, линию Т1С1 мы с вами тоже продляем вниз пока произвольно. То есть у нас уже получается сетка практически без низа пока. Теперь мы с вами берем обхват талии, который у нас настоящий обхват талии. Допустим, у меня обхват талии 84 сантиметра. Я прибавляю 2 сантиметра на свободу, получаю 86. Делю пополам, получаю 43. Записали эту цифру 43. Измеряю отрезок ЗП, то есть там, где у меня новая точка П. У меня получается 48 сантиметров. То есть я 48 сантиметров, вот так пишу 48, отнимаю 43 и получаю 5 сантиметров. То есть мне 5 сантиметров всего нужно заложить выточки. Значит, 5 сантиметров. И 1/3 от 5 сантиметров у нас также пойдет на приталивание по боку. Но сначала мы с вами найдем высоту бедер. Ну, допустим, у нас высота бедер, пусть будет, допустим, 17 сантиметров плюс 2, 19 сантиметров. Вот наша выточка. То есть вот наша точка, высота бедер. Значит, 5 сантиметров мы делим на 3 и получаем 1,66. 1,66 умножаем на 30%, получаем 0,49. Ну, грубо говоря, 0,5. Вот она моя точка. 1,66 умножаем на 70%, получаем 1,16. 1,16 откладываем сюда. То есть у нас получается 30% по спинке, 70% по полочке. Теперь соединяем эти точки с точкой Б. Мы ее не назвали точкой Б, то есть это высота бедер, высота бедра.
выточка боковая, то есть приталивание у нас по боку готово. Теперь от 5 сантиметров, значит 5 сантиметров делим на 3, умножаем на 2, у нас получается 3,33. 3,33. Это у нас 2/3 от разницы, то есть разница линия талии по выкройке и линия талии наша по факту. Значит, 33,33 мы с вами берем. Ну, это у меня такой подход, что я беру 60% на спинку, 30% на полочку. Но, допустим, у нас нестандартная фигура, и у нас не перегибистая спина, но имеется животик. Давайте вот так, да, возьмем. То есть, ну, вот так у нас получилось, что у нас имеется выпирающий животик и нет изгиба по спинке. Несмотря на это, мы все равно с вами берем на заднюю половинку 60% от остатка, 2/3 разницы, а на полочку, то есть на переднюю половинку 40%. Но если у вас есть животик, то короткая выточка будет по переду, а по спинке будет она длиннее. Центр выточек мы можем взять с базовой основы плечевого изделия. Если у вас нет базовой основы плечевого изделия, тогда мы рассчитываем так. Значит, ширину спины делим на 4 и откладываем от точки Z вот сюда. Допустим, ширина спины 33 сантиметра, например. Делим на 4, получаем 8,25. Значит, от точки Z откладываем по спинке, по задней половинке 8,25, ставим точку. Это центр выточки по спинке. Кстати, я не сказала, опять же, все время про это забываю. Нам необходимо выровнять стороны боковые от линии бедра. Значит, у меня по задней половинке 19,2, по передней половинке практически то же самое. То есть у меня здесь на 1 миллиметр может быть разница. Но эти линии обязательно нужно выровнять. Теперь, что касается по передней половинке. Если, опять же, у вас нет базовой выкройки плечевого изделия, то мы берем с вами центр груди, то есть между высших точек груди мы с вами измеряем расстояние, делим пополам, ну, допустим, у нас это получается 9 сантиметров. Откладываем от точки P 9 сантиметров, и это у нас будет центр выточки передней. Теперь мы берем уголочек, и вот так под прямым углом, можно вот так показать, да, под прямым углом вот здесь вот эта линия, вот она, мы проводим центр выточки под прямой. То же самое с этой стороны, то есть по спинке. По новой линии талии, мы вот так к новой линии талии прикладываем линеечку и проводим вниз центр выточки. И, как я уже говорила, если у нас имеется животик и нет изгиба большого по спинке, задняя выточка у нас будет длиннее, передняя короче. Значит, у меня, ну, допустим, я возьму 12 сантиметров. Передняя выточка может быть от 9 сантиметров. Я взяла, ну, практически среднюю цифру 12 сантиметров. Ну, допустим, есть животик, но он не сильно выпирающий. Что касается по спинке мы можем взять, допустим, 16 сантиметров выточку, то есть она у нас будет длиннее. Опять же, размер выточки, я имею в виду длину выточки, мы с вами будем уточнять, каждая из нас будем уточнять уже при примерке пробника или при примерке макета, как хотите назовите. Ну и теперь, что касается раствора наших выточек. Мы берем 3,33, умножаем на 60%, получаем 1,99 и делим на 2, потому что у нас две стороны выточки. И у нас получается 9,99. Значит, от центра выточки я откладываю, ну, тут получается по 1 сантиметру. Так, теперь 3,33 умножаем на 40% и делим пополам. У меня получается 0,66, грубо говоря, по полсантиметра. Так, нашли раствор выточки и теперь соединяем с вершиной точки.
С выточками мы, конечно же, закончили, но есть такие фигуры, у которых обхват бедер меньше, чем обхват талии. То есть представьте себе, что здесь мы хотим, конечно же, выточки, потому что все равно какие-то изгибы у нас есть, и хотим какую-то форму придать нашим брючкам, нашей фигуре, как бы оно там ни было, но мы хотим, да, то есть мы хотим визуально сделать себе фигуру. Значит, что мы делаем? Мы вот этот 1 сантиметр отсюда не убираем, а наоборот добавляем. То есть вот здесь мы делаем расширение. Я возьму сейчас другой фломастер. Надеюсь, будет видно. Вот здесь мы с вами ведем. Так. А отсюда, от точки Z1, плавненько-плавненько мы выводим вот сюда. Допустим, плюс 1 сантиметр к линии талии. И сюда у нас точка будет Z переходит, да? То же самое здесь. Не 1 сантиметр, а 1,5 мы вот эту линию продляем еще. Ну, я думаю, что на больше, чем 1,5 здесь не стоит, да, делать. И вот эта линия, вот она идет изгибистая линия, то есть полувогнутая, и идет вот сюда прямо, и вот она у нас будет точка P новая. То есть добавили себе ширину. И уже тогда мы с вами можем строить вот эти все выточки. То есть то же самое, да, мы измеряем ZP эту линию, отнимаем по факту нашу талию, плюс 2 сантиметра в любом случае на свободу нужно добавлять, и уже строим вот эти наши выточки. Что касается длин выточки, задняя и передняя половинка, это, конечно же, мы уже определяем и по фигуре, и при примерке. Здесь не помогут никакие стандарты, только методом проб и ошибок, только все при примерке. Потому что, опять же, повторяюсь, мы все разные, и какие-то стандартные выточки, какие-то стандартные линии не ко всем подходят. И если у вас особенная фигура, не ждите, что вы найдете какую-то базовую выкройку именно для своей фигуры. Все это делается с помощью примерок, переделок, корректировок и так далее. Ну, в общем, я думаю, что с выточками все понятно. И давайте переходим чуть ниже, перейдем к линии колена. Итак, допустим, у нас высота колена, я хочу немножко сэкономить, поэтому, ну, допустим, давайте 29 сантиметров у нас будет высота колена. Проводим горизонтальную линию от сетки до сетки, от линии до линии. Ставим точку К, К1 и К2. Так. Давайте рассмотрим такой вариант. Допустим, у нас ягодицы не ярко выражены, то есть такие достаточно скромные, узенькие, а бедра, то есть вот это место от паха до колена, достаточно объемные. Допустим, у нас колено, при том, что у нас обхват бедер 90 сантиметров, допустим, у нас колено, обхват колена 40 сантиметров. В любом случае мы с вами должны добавить на свободу. Значит, 40 сантиметров прибавляем 3 сантиметра, 43. Точно так же, как и в предыдущей версии выкройки, делим на 2. Значит, для задней половинки плюс 1, то есть здесь получается 22,50, а для передней половинки минус 1, то есть 20,50. Измеряем расстояние К2, получается 33. Отнимаем 22,50 и делим пополам. Получается 5,25. Так, 5,25 от точки К сюда, К2, и от точки К1 5,25 сюда. Далее считаем, сколько у нас сетка, измеряем К2, 27,5. Отнимаем 20,5, получаем 7 и делим пополам. Значит, 3,5 сантиметра от К2 и от К, от точки К. Теперь я сейчас соединю точки пунктиром. Так, мы называли эти точки L, L1, L2, L3. Значит, соединяем L с точкой S1. Я пока пунктиром соединяю. L1 с точкой B. L2 с точкой B. L3 с точкой S.
И теперь давайте посмотрим на наши бедра, на нашу объемность по бедрам. Я беру другой фломастер. Ну и, как я уже сказала, допустим, у нас объемные бедра при достаточно скромных, не ярко выраженных ягодицах. Значит, что мы делаем? Отрезок S1L, ну я начну с этого отрезка, у меня здесь 30 сантиметров, делим пополам. Ну, 15 получается, да? Значит, вот 15 сантиметров. Вот она моя линия. Значит, от этой точки 1 сантиметр, опять же, примерно от 0,5 до 1,5 сантиметров мы с вами откладываем вот сюда на внешнюю сторону. И уже прорисовываем линию. Вот такая у нас получится линия. Ну, я, конечно, может быть, грубо нарисовала, да? Немножко грубо, но я думаю, что понятно. То же самое мы делаем с этой стороны. Делим отрезок BL1, здесь у меня 36, делим на 2, получаем 18. И опять же сюда от 0,5 до 1,5 сантиметров я беру 1. И опять мы проводим с вами через эту точку плавную линию к точке B. И вот она у нас пошла линия бока, да, вот она. То же самое с этой стороны и с этой стороны. Я сейчас проделаю и уже продолжим дальше. Сюда 1 сантиметр. Я уже сказала от 0,5 до 1,5. Это уже от объема зависит. И то же самое здесь. Плавненько линии. Обязательно измеряем вот эту линию S1L. Так, не той стороной. Здесь у меня получается 30. Здесь 29, значит, да, 29,5, значит 0,5 отсюда нужно будет убрать. То есть вот здесь мы вот эту линию скашиваем. Убираем. Я сейчас вот так ее заклею, чтобы уже было понятно. Наверное, получится заклеить. Вот так. Все. Срезали, да, вот эту линию. То есть выровняли вот эти линии, длину. Теперь давайте разберем пример наоборот. Ярко выраженные ягодицы, но очень узенькие бедра. То есть эту линию, вот эта штрихованная моя линия красным, она уже не годится. И вот эта линия тоже не годится. Значит, от этой линии, от штрихованной линии, мы с вами уже тогда внутрь откладываем от 0,5 до 1 сантиметра. Я думаю, что здесь не нужно много. И линия вот эта боковая у нас пойдет, то есть это у нас линия внутренняя, да, внутренний шов, шаговая линия. У нас пойдет вот так полукругом, но вовнутрь. Вот она у нас пойдет какая. То же самое здесь. Тоже от этой точки вот сюда откладываем, от этой точки вот сюда. У меня немножко она почему-то съехала. Ну и тут тоже, допустим, вот сюда. И мы проводим уже вогнутые линии. А здесь мы делаем вот такой плавный изгиб. Нам в любом случае нужны бедра. То есть здесь мы делаем плавный изгиб. Никаких здесь не должно быть заломов, никаких углов. То же самое здесь мы с вами делаем вогнутую линию. И то же самое здесь. Уже до точки S. Я надеюсь, с этим все понятно. Опять же, если что-то непонятно, будете задавать вопросы, будем разбирать. Переходим к самому низу. Я, как обычно, что-нибудь не доделываю. Значит, вот эта точка, где у нас середина, средняя линия, соединяется с линией талии, мы называем B2. Значит, от точки B2 вниз по средней линии мы с вами отмеряем длину брючек. Ну, допустим, у меня 80 сантиметров. Допустим, такой вот у меня короткий рост. Бумага, потому что не позволяет больше сделать. Значит, я сейчас вот эти линии, среднюю и 2 боковые линии провожу до самого низа. Так. Ну и провожу линию низа. Вот так, провела линию низа. Здесь пишу точка N, здесь точка N1, здесь N2. Чтобы было все понятно. Делаем
По низу то же самое, что и по колено, только к обхвату щиколотки прибавляем 8-12 сантиметров. Допустим, обхват щиколотки 24 сантиметра. Прибавляю 10, грубо говоря, среднюю цифру, получаю 34. Так, теперь, я уже не помню, измеряем сетку по спинке, по задней половинке 33 сантиметра. 33 сантиметра. Значит, 34 мы с вами делим на 2, 34 делим на 2 и прибавляем к задней половинке 1 сантиметр. Здесь у нас 34 делим на 2 и отнимаем 1 сантиметр по переду. Значит, 34 делим на 2 и прибавляем 1, получаем 18. Теперь ширину сетки отнимаем эти наши 18 сантиметров, то есть 34 отнимаем 18, получаем 16. 16 делим на 2, потому что две стороны, получаем 8. Значит, 8 сантиметров мы откладываем с вами от точки N2 и от точки N1. 8 сантиметров. Ставим точки R, R1, допустим. Далее то же самое здесь. По-моему, здесь 27,5, 27,5. Здесь получается 34 делим на 2, отнимаем 1, 16 сантиметров. Так, значит, 27,5 отнимаем 16, получаем 11,5. Делим на 2, получаем 5,75. И откладываем от точки N2 5,75 и от точки N 5,75. R2 это будет точка и R3. Соединяем R с точкой L. Я опять же соединю пунктирной линией. Точку R1 с L1. R2 с L2 и R3 с L3. Ну и теперь нам нужно обязательно обратить внимание на наши икры, то есть наша голень. Опять же, если она у нас умеренная, то здесь оставляем линию прямой. То есть, ну вот здесь я, конечно, немножко грубовато нарисовала, да? Вот она у нас остается линия прямой. Мы плавненько-плавненько ее выводим вот здесь вот, ну, уже более красиво, конечно, вы это все нарисуете, не то, что я, да. Если у нас эта линия вот эта, внутренняя, то также мы дальше проводим по прямой. То есть мы идем от точки S1 через точку L и идем красиво сюда к точке R. Но если у нас достаточно умеренные бедра вот здесь по ширине, но достаточно объемные икры, тогда мы делаем то же самое, что вот здесь я показывала по икрам. Значит, либо у нас вот эта линия идет вогнутая, либо она у нас прямая линия, то есть это опять же от вашей фигуры зависит. Идем здесь по прямой, а здесь уже идем вот так вот плавненько-плавненько на расширение. Я показываю слишком крутую линию, но только для того, чтобы вам было понятно. То есть здесь вогнутую линию не делаем. Если она у нас узенькая голенище, то у нас просто идет прямая линия. Если у нас объемная голенище, только можем немножко расширить. Ну, допустим, вот она у нас идет вот так на расширение, а здесь она у нас идет прямая. Вот так. То же самое здесь, немножко на расширение. Повторяюсь, у вас, конечно, не будет такого объемного расширения. Я это делаю только для того, чтобы вам было понятно. Вот оно, допустим, расширение идет, а здесь идет по прямой. Вот это и есть как раз особенности нашей фигуры. Я надеюсь, что я учла все особенности. Если вдруг что-то я не учла, обязательно пишите, задавайте вопросы, будем разбирать. Ну, а на сегодня я закончила. Я надеюсь, всем все понятно. Пишите, что бы вы хотели сшить. Пишите, какие фасоны брючек вам нравятся. Ну, и будем это все обсуждать. Всем пока!